Всем привет! Вы на канале Dasha Models. И сегодня я буду строить, наверное, самую неудачную модель, которая мне попалась от фирмы АВД. Это КамАЗ Компас 9. И на самом деле эта модель довольно редкая, потому что АВД очень редко выпускает технику, которую мы можем увидеть прямо сейчас на улицах. И буквально в Москве эти автомобили я встречаю чуть ли не каждый день. И на самом деле модельному ряду Компас у КамАЗа буквально пару лет. Так что это довольно свежая, интересная модель, и при этом она быстро раскупилась на модельной лавке и на других магазинах. Так что она и редкая, но почему-то неудачная. Давайте смотреть, почему. Дорога в каждой машине, Россию держишь, везешь ее груз КамАЗ. Наш воин, что все перевезет плюс. Это сложнейшая модель от АВД, и она получилась чересчур хрупкой. Мало того, что смола сама по себе не очень-то и прочный материал, так и конструкция подвески не добавила модели прочности. Так что мне пришлось несколько раз восстанавливать модель. Но тем не менее, мне очень хотелось получить в свою коллекцию именно этот грузовик. Это символ времени и нашей эпохи. То есть эта модель олицетворяет попытку КамАЗа адаптироваться к новой реальности. Вначале я загрунтовала модель грунтом из аэрозольного баллончика, а потом я покрасила кабину и кузов в белый цвет. Белый не очень удобный в работе цвет, но большинство таких КамАЗов ходит именно в этом цвете. Так что можно сказать, что это фирменный цвет грузовиков Компас 9. Ну а купить все необходимое для моделизма, будь то наборы для сборки, краски, инструменты, вы можете в магазине «Модельная лавка». Там регулярно появляются новинки от Звезды, от АВД, от других мировых производителей. Для первого заказа действует промокод, который вы видите на экране. Он дает вам скидку в 500 рублей. Но если вы бывалый пользователь лавки, то есть промокод Dasha, и он дает вам скидку в 10%. Так что ссылка на магазин в описании. Переходи, там и все действующие промокоды. Поехали! Ну а потом мне предстояла работа над шасси грузовика. Мне предстоит окрасить двигатель, радиатор и диски колес в стальной цвет. И, кстати, если у вас остаются вопросы о моделизме после просмотра моих видео и вы хотите оперативную и подробную консультацию, то я рекомендую обратиться в мой клуб моделистов в Телеграме. Ссылочка будет в описании к видео. В январе 2022 года было объявлено о старте продаж нового семейства среднетоннажных грузовиков КамАЗ Компас, а в мае первые товарные машины пришли к дилерам. Ими оказались шторно-бортовые модели массой в 9,5 и 12 тонн, не требующие регистрации в системе Платон. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Telegram. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на Telegram есть тоже в описании. Изнутри я окрашу кабину в серый цвет, под, соответственно, серый пластик салона кабины грузовика. Бескапотная компоновка, рама постоянного профиля, 6 вариантов длины и 5 вариантов полной массы, включая версию, в которой можно управлять с правами категории «Б». И таковы основные особенности нового семейства коммерческих автомобилей из набережных Челнов. И теперь я поработаю над экстерьером кабины. Окрашу буквы КамАЗ и характерные усы на передке грузовика при помощи маркеров от Мачете. Их, кстати, можно найти на модельной лавке. Ссылочка будет в описании. Также я окрашу в матовый черный цвет резиновые уплотнители стекол кабины. Первая информация о проекте «Компас» появилась в конце 2019 года, и во время общения с прессой генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин сказал: «Мы пришли к выводам, что нам нужно спускаться по грузоподъемности более низко, и наши конструкторы разработали проект «Компас». Не наш сегмент, но мы ради объемов производства над ним задумались». Проект стартовал со сборки двух моделей: Компас 9 полной массой в 9,5 тонн и Компас 12 с полной массой в 11,99 тонны. Долгожданная новинка впервые была представлена широкой публике на выставке Комтранс в 2021 году в исполнении рефрижераторного фургона. Новыми шасси, удачно приспособленными к работе в городской среде, стали интересоваться и производители коммунальной техники. Вскоре свет увидели версии мусоровоза и бортового автомобиля с тросовым краном. И дело дошло до массового продукта – бортовых тентовых платформ, которые оказались в распоряжении дилеров. Я хочу сделать грузовик, повидавшим виды, поэтому хочу подрать краску на фургоне. Сделаю я это при помощи губки и алюминиевой краски.
Маркером окрашу фурнитуру фургона. И не секрет, что в основе камского компаса китайский грузовик Jack N серии. Рамы, мосты и основные агрегаты тут, кстати, тоже китайские. Двигатель, знакомый многим нашим сервисным мастерам, дизель Cummins ICF объемом 3,8 литра и мощностью в 154 лошадиные силы. Коробка передач шестиступенчатая Fast Gear. В ходовой части без неожиданностей, подвеска полностью рессорная. Тормозные механизмы на всех колесах барабанного типа. Емкость топливного бака 200 литров, что для 9-тонника является одним из лучших параметров в своем классе. И забавно, что небольшие внешние изменения в камазовском стиле с большей решеткой и блоками линзированной оптики преобразили привычный Джак. Выглядит, если не современно, то, по крайней мере, не столь по-китайски. А среди других отличий в дизайне от исходного китайского варианта это иные внешние дверные петли и видоизмененный бампер. Но в целом внешний образ остался примерно таким же. Масляными красками сделаю белую краску фургона чуточку поинтереснее. И что же ждет новый среднетоннажник в России? Интерес к нему очевиден, особенно в Центральной России, где в последнее время активизировался спрос на такие грузовики. Большегрузные фуры все дальше отодвигаются от кольцевых и объездных дорог мегаполисов. А значит, и владение такой машиной, полная масса которой существенно меньше 12 тонн, представляется весьма разумным решением. И несмотря на все санкционные ограничения, КАМАЗ продолжает сборку этих автомобилей и даже проводит мероприятия по их локализации. А в ближайших планах сварка и окраска кабин. И переведу декали с эмблемой КАМАЗа и номерные знаки на свои места. А пигментами загрязню борта грузовика. Ну а большое видео о коммерческой технике, которая была представлена на выставке Комтранс в 2024 году, вы можете у меня найти на канале. И этот грузовик там тоже засветился. Он на трассе, как древний герой. Сила в движении, мотор как прибой. Горы, долины, его горизонт. Сквозь дым и пыль он маршрут поведет. Свет фар пронзает холодный туман. Компас ведет, словно стальной шаман. КамАЗ не сдастся ветрам и дождям. Он на работе, не нужен бедлам. КамАЗ, компас, воины в кабине. Труд и дорога в каждой машине. Россию держишь, везешь ее груз. КамАЗ, наш воин, что все перевезет. И вот такая модель у меня получилась, и, к сожалению, она выглядит на несколько десятков лет старше, чем те машины, которые катаются сейчас по улицам городов. И виной тому, наверное, качество смолы, которая попалась в этом наборе. Она оказалась намного хрупче, чем у предыдущих моделей от ТВД. То есть многие детали мне пришлось восстанавливать, и она меня немножко подвела, эта смола, когда я пыталась смыть краску, и, соответственно, у меня немножко поплыл кузов. И поэтому такой результат. Но в целом модель выглядит интересно и со своей судьбой. Собственно, мне в этом и нравится моделизм, что ты модель делаешь не просто как с конвейера, а такую немножко пожившую, и можно немножко пофантазировать, что же с этой машиной было. Мне это больше импонирует. И надеюсь, это видео вас тоже вдохновило на ваши собственные стройки. До новых встреч. Пока-пока. Ключи к сердцу, металла течет. Каждая тонна работа не счет. Леса и степи ему нипочем. Россия дом, этот его батальон. КамАЗ, компас, воины в кабине. Труд и дорога в каждой машине. Россию держишь, везешь ее груз. КамАЗ, наш воин, что все перевезет плюс. КамАЗ, компас, воины в кабине. Труд и дорога в каждой машине. Россию держишь, везешь ее груз. КамАЗ, наш воин, что все перевезет плюс. Колеса бьют
Ритм суровой земли, с асфальтом в объятиях, готов к борьбе. Нет ни истерик, ни жалоб, ни слов. КамАЗ живет среди трасс и шагов.